Капа. Это кошка. Это я. Это Коля. Это Капа. Вот и вся моя семья. Вся семья сегодня плачет. Не пойму, что это значит. Лучше все, что было с нами, расскажу я вам подряд. Как они об этом сами меж собою говорят. Значит так, сперва о Коле. Он, когда поменьше был, как и все, учился в школе, но учиться не любил. Говорят, что даже час он не мог сидеть на стуле. Говорят, из класса в класс Колю за уши тянули. Он застрял в последнем классе. И тогда нам дядя Вася, сильный частный педагог, Колю выкинуть помог. Колю вытянули папа, дядя Вася, мама, Капа. Стали думать и гадать, кем наш Коля должен стать. Все решили, на завод он, конечно, не пойдет. Отдохнуть ему дадут, и пойдет он в институт. Коля с этим согласился, в институт пойти хотел, только там он провалился. И на шею папе сел. И теперь его забота папин вытрясти карман. Каждый день, как на работу, Коля ходит в ресторан. Там он дрыгает ногами и швыряется деньгами. Он купил магнитофон, отрастил себе бородку. Мама говорит, что он, как извозчик, хлещет водку. А теперь скажу про Капу. Капа в маму, а не в папу. Капа видная девица. Капе незачем служить. Капе незачем учиться. Капа может так прожить. Это мама так считает. Мама об одном мечтает. Наша Капа как картина, и поэтому она за солидного мужчину быстро выскочить должна. Ведь ее подруга Нина, ее подруга Нелли за солидного мужчину сразу выскочить сумели. А у Капы ничего не получалось. И ужасно мама огорчалась. Говорит она, у Капки в голове одни лишь тряпки. Только тряпки, только танцы, только дяди иностранцы. Человек солидный, настоящий. Капе с неба он свалился. От нее не отставал.
на этой даче? Денег куры не клюют. Капе может только сниться, как он с нею будет жить. Разоденет, как царица. Будет на нее молиться, будет на руках носить. Но подвел он маму, папу, обещаний не сдержал. Через месяц нашу Капу бросил он и убежал. И пришлось бедняжке Капе тоже сесть на шею папе. Папа всю семью тащил. Папа выбился из сил. И поэтому налево холодильники пустил. Холодильники ушли. Но потом следы нашли. И теперь боится папа, чтоб его не замели. Потому что папа знает, вредный зам у папы есть. Он давно уже мечтает, если можно, папу съесть. А пока не съел его, непонятно для чего, то он капает на папу, то копает под него. И опять он свой характер проявил. Он на папу ревизора натравил. Чтобы не было скандала и позора, папа должен был подмазать ревизора. Он сказал, что ревизору смажет лапу, и тогда закроет он глаза на папу. Но, наверное, папа смазать не сумел, ревизор закрыть глаза не захотел. Раз глаза не захотели закрываться, папа сразу начал зашиваться. Папа долго зашивался. Папа очень волновался. Но потом, наверное, папа зашиваться перестал, он выкручиваться стал. Хоть выкручивался папа, но не вышло ничего. И теперь, сказала Капа, посадить должны его. Нас ругают все соседи. Старый токарь, дядя Федя, на родных моих сердит. Дармоеды, говорит. Я спросила у соседа, что такое дармоеды? И на это мне сосед дал ответ. Это Коля, это Капа, это мама, это папа. Это вся моя родня, кроме кошки и меня. Вот и все. До свидания.